Итак, малыш Бексинский, который в массовом сознании обычно идет парой с Гигером. Давайте посмотрим, что их роднит и что отличает. Конечно, что говорить, оба эти художника очень мрачные. Но большая часть гигеровского творчества вдохновлена человеческой физиологией, будь то процесс родов или женские ягодицы, то есть табуированное. То, что маленького мальчика интересует и, возможно, слегка пугает, но со временем все расставляется по своим местам, либо приобретает черты психоза. Так вот, если у Гигера очарование табуированной физиологией, то у Бексинского очарование смертью. У Гигера, конечно, тоже это есть, все эти черепа, ребрышки, но все-таки, по-моему, у него рисунки про жизнь. Про странные формы, но все же жизни. А у Бексинского very much про смерть. Далее. Самые известные работы Гигера, они, по сути, плоские. Там нет перспективы, чувства места. Они такие декоративные, скорее. Я не говорю, что это плохо, если что. Просто такой формат. Бексинский же рисует именно места. Какой-то другой мир, где среди бесконечной туманной пустыни происходят ужасные вещи. В принципе, это может быть и ад. Я вот делал видео про Гигера и пытался облечь в контекст одну из его картин. Но на самом деле это абсолютно дурацкая затея. Его картины этого не предполагают. А работы Бексинского за счет вот этой привязки к реальности мозг автоматически пытается облечь в контекст, понять буквально, что происходит на этой картинке. Помимо очевидного символизма на тему войны. Куча останков каких-то существ. Все они стремятся куда-то, либо бегут откуда-то. В общем, застыли в отчаянном порыве. Но это ладно, самое страшное и непонятное во всем этом – их кучность и количество. Почему? Почему они набились такой плотной кучей? То есть это выглядит как некое необъяснимое природное явление. Нас объяснимые это природные явления пугают. Типа кучи насекомых, червей и всего такого, сконцентрированных на каком-то столбе во время потопа. Мы понимаем, что происходит. Никакой тайны, ничего необъяснимого. Но страшно. Почему? Потому что огромная неестественная концентрация. Но если там черви, с которых что взять, то тут люди, разумные человеческие существа, которых что-то, какая-то сила заставила в едином безумном порыве слиться в ужасную человеческую кашу. И как это часто у Бексинского бывает, мы видим последствия событий многолетней давности, что еще пуще добавляет загадки. Мы приземлились на другую планету и нашли это. И пойди узнай, что это было. И мне очень нравится, что все это безумие оттенено будничной архитектурой на фоне. То есть, как всегда, он рисует какой-то адский сюр, но оставляет зацепки, позволяющие привязать это к реальности, к знакомому нам миру. Собственно, это все, что я могу сказать о Бексинском. У него куча картин, которые очень интересно рассматривать и обдумывать именно с такой вот предметной, бытовой точки зрения. А может быть и нет. Может, только я такой аутист. Oh well. Такие дела.